Всем привет! То, что цены на автомобили продолжают расти, это уже аксиома. Однако мы каждый день удивляемся темпам роста и аппетитам дилеров. Понимая, что машин осталось буквально на 1,5 месяца, дилеры начали спекулировать и повышать их стоимость без учета курса рубля. По этой причине некоторые модели уже подорожали в 2,5 раза. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня анекдот. Так, лидер рынка отечественная Lada Vesta с начала года выросла в цене ровно на 30%, а ее минимальная стоимость перешагнула отметку в 1 000 000 рублей и сейчас составляет 1 120 000 рублей. Вместе с ней миллионный рубеж также преодолели корейский седан Hyundai Solaris с ценой от 1 236 000 рублей и отечественный универсал Lada Largus с ценой 1 236 000 рублей, причем Largus на удивление подорожал сильнее всех среди отечественных автомобилей. Почти в 1,5 раза или более чем на 400 000 рублей. В России фактически начались спекуляции на автомобильном рынке. Дилеры сильно накручивают цену, причем они это делают без привязки к валютному курсу. Они пытаются действовать на опережение изменений курса рубля и тем самым создают ажиотаж. То есть идет банальная спекуляция, и автомобиль может стоить в 2 или 2,5 раза дороже, чем раньше. В нынешних условиях советуем покупать автомобиль только в том случае, если есть возможность приобрести его за уже имеющиеся наличные средства, без кредита. Вместо того, чтобы влезать в кабалу кредитов, лучше приведите в порядок свой старый автомобиль, а потом долго и счастливо на нем ездите. В ближайшее время дилеров и покупателей ждет дефицит автомобилей. Но все же рано или поздно поставки восстановятся за счет корейских и китайских автопроизводителей, а также западных брендов, которые по-любому захотят вернуться на российский рынок и возобновят отгрузки машин. Кстати, из-за того, что машины и квартиры во многих городах отныне находятся в одной ценовой категории, россияне начали предлагать обмен своих автомобилей с пробегом на недвижимость. А из-за того, что новых машин у российских дилеров остается все меньше, а цены на них могут меняться буквально каждый день, россияне начали чаще покупать автомобили в Казахстане. Но и обещанная мною шутка юмора. Оптимизм – это ехать в лес в багажнике и думать, что за грибами. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Покупать автомобиль сейчас или... Ну нахер. Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, что тяжелые времена не продолжаются вечно, а крутые люди постоянны.